Всем привет! Вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим обзор матча второго круга чемпионата мира 1971 года между сборными СССР и Чехословакии. Перед этой игрой чехословацкая сборная отставала от нашей на 4 очка, и это был последний их шанс зацепиться за победу на этом чемпионате. Нашей же команде достаточно было сыграть в ничью, чтобы досрочно занять первое место. В составе Чехословакии блистали Холичек, Махач, Сухи, который играл в желтом шлеме, Поспешил, Мартинец, который играл в красном шлеме, Иржи Холик, Глинка, Бубла, Недоманский. В составе СССР Коноваленко, Харламов, Петров, Михайлов, Рагулин, Старшинов, Фирсов, Мальцев, Викулов и другие. Это был последний чемпионат мира для нашего великого тренерского дуэта Чернышов-Тарасов. Матч проходил в Женеве. Подпишись, если помнишь этих выдающихся людей. Чехи активнее начали встречу, и Кохта убегал в контратаку. Его поддерживал Сухи, но Кохта бросил сам и промахнулся. Proti němu už v rámci Lučenko, Kochta střílí a Konovalenko nakonec nemusel zasahovat. Позиционная атака СССР. Лученко бросает от синей, шайба застревает на пятачке. Мальцев дважды добивает, но Холичек стоит стеной. Sbornou na tomto turnaji a teď zcela Firsov se snaží vyrážet ještě Malcev a Jiří Holeček teď na dvakrát s hokejkou puštěnou na ledě. Кузькин отдает Фирсову, и тот в касание моментально выводит 1 на 1 Викулова, но Холичек переиграл Викулова в дуэли. V všech letech své kariéry, ale tohle je velice nebezpečná přihrávka a Vikulov je před Holečkem a vynikající zákrok. Мартинец привозит перед своими воротами. Шадрин мог его наказать, но Холичек не дремал. Zezadu, zepředu. Pozor, Martinec ztratil puk a znovu zasahuje Jiří Holeček po střele Šadrina. Ještě se tam sovětský útočník snaží. На 11-й минуте Рагулин допускает грубейшую ошибку, отдаваясь неудобной, не глядя в центр зоны. Кохта перехватил передачу и моментально снабдил шайбой Недоманского, который убежал от Рагулина и технично переиграл Коноваленко. 1-0. A jeho přihrávka nepřesná a teď může ujet Václav Nedomanský. Ragulin ho nedostihne. Nedomanský v šanci a Československo vede 1-0. Václav Nedomanský po Kochtově přihrávce v čase 10:42 otevírá skóre zápasu. Чехи в своем стиле. Какой пас Кохты. Недоманского не остановить. Как же летят эти rебята. Neměl tak svižné nohy a řešil to pádem, který ale Nedomanského nemohl zastavit. A backendový blafák. Konovalenko byl hodně vyjetý. Фирсов изящно между ног отдает Мальцеву, но Александр забить не смог. Ludčenko. A tohle byla perfektní přihrávka na Malceva, který pálí, ale netrefil bránu. Фирсов ошибается в чужой зоне, и Кохта сразу отдает Недоманскому. Вацлав вроде бы 1 против 2, но едва он вошел в чужую зону, мощно бросил и с большущим трудом Коноваленко справляется с этой шайбой. Skrz brusle Kuskina a rána, která povalila Konovalenka v bráně. Махач проводит эффектный силовой прием против Михайлова. Бум! Skvělá práce. Рагулин по лицевому борту отдал Фирсову, тот в касание продлевает Мальцеву, а Александр, войдя в чужую зону, разящим броском пробил Холичека в ближний угол. 1-1. Malcevova střela, která končí v síti. Střela na bližší tyč a v čase 17:30 je vyrovnáno 1-1. Холичек как-то неуверенно сыграл. Tuhle dramatickou pasáž zakončil tedy Malcev překvapivou střelou na bližší tyč, která znamená vyrovnání skóre na 1-1. Петрова с убойной позиции блокирует Поспешил. Шайба взлетает. Петров, находясь лежа, попадает с лета по шайбе, а Михайлов пытается ее закопать. Но Холичек здесь надежен. Štívilo poměrně hodně emigrantů. Teď ale pozor na tuhle šanci. Michailov se snaží dobít československou branku a tohle byl těžký zákrok v leže proti dotírajícímu Michailovovi. Первый период так и закончился 1-1. Сборную СССР этот счет полностью устраивает. 51 stav 1-1. Второй период. Викулов оставляет шайбу назад Фирсову. Анатолий с убойной позиции бросает, но Холичек с большим трудом отражает шайбу. Vstává k Vikulovovi, Firsov, jeho rána a to byl těžký moment, protože
На 24-й минуте после вбрасывания Кузькин набросил от синей, а Харламов классно подставил клюшку на пятачке и шайба от штанги зашла в ворота. 2-1, а ведь чехам нужна только победа. Já už jsem nemohl nic dělat. Tady to teď uvidíme. Stojí přede mnou, já nevidím vůbec puk. A tento to už prošel velmi záhadně, jak pod suchým, tak někde i pod betony. Já jsem tam neměl ten beton až k té tyči. Tam... Фирсов показал мастерство катания, раскидал бублу, но Мальцев на пятачке не подстроился под передачу. Kde je Firsov se zbavil bubly a přihrává před branku. Malcev naštěstí dostal tu přihrávku na brusle. Чехи ошибаются в средней зоне, и Михайлов с Мальцевым выходят 2 в 1, но Мальцев просто не попал в створ. Повезло чехам. 2-1. Malcev. Výborný blok od Horešovského. После гола Харламова игра была полностью под контролем сборной СССР. Чехи не создали ни одного момента, а на 37-й минуте удалился Рагулин и дал шанс им поднять голову. Sandra Ragulin půjde na trestnou lavici, na něj ukazuje rozhodčí Ehrenberger. Takže ještě ponechaná výhoda, ale ta záhy skončí. A uvidíme první přesilovku utkání. Na trestnou lavici se stěhuje metrákový Alexandr Ragulin za faul ve středním pásmu. Сначала Глинка в атаке сходу вышел 1 на 1 с Коноваленко, но Виктор нас выручил. Hlinka v šanci, obrovská možnost a boční tyč po Hlinkově kličce. А затем Недоманский влетает в нашу зону, бросает, шайба рикошетом попадает в лицевой борт и выскакивает на пятачок, где ее в касание добивает неугомонный Сухи. 2-2. Nedomanský, jeho střela odražená od zadního metru. Suchý dává gól, vyrovnáno 2-2. Jan Suchý v čase 38-28 využívá přesilovku a přes betony i rukavice Viktora Konovalenka srovnává skóre touhle povedenou dorážkou. Казалось, Сухи уже уезжал за ворота, но он успел поддеть шайбу над Коноваленко. А чехам нужны еще голы. Moc ne, to jde jenom o to, aby se mu to podařilo přes toho brankaře to zvednout. Nebylo to snadné, ten skákavý puk musel ještě jednou poskočit. Тут же Черный выходит на убойную позицию, но Коноваленко здесь спас ворота. Černý, jeho rána a tentokrát Konovalenko zasahuje přesně. Махач, неприятный бросок. Коноваленко с трудом справляется с шайбой. Вот как одно удаление может повлиять на игру. Второй период закончился 2-2. Наших по-прежнему устраивает этот счет. В третьем периоде Бубла жестко встречает Харламова и получает 2 минуты. A hodně ostře Bubla proti Charlamovovi a rozhodčí Ehrenberger ukazuje, že bude vylučovat Jiřího Bublu. První sovětská přesilovka v tomhle utkání. Как вы считаете, было ли здесь нарушение? Ostější zákrok. В большинстве Кузькин бросает, Холичек отбивает перед собой, но Петров проехал мимо шайбы и не смог добить ворота. Šance, kde byl Michailov. Firsov na beku. После штрафа Бублы на 46-й минуте удалился Старшинов, и через 45 секунд большинства с передачи Иржа Холика отличился не самый атакующий защитник Хорошовский. К сожалению, кадров этого гола не сохранилось, но это не отменяет того, что сборная Чехословакии вышла вперед 3-2. Гол Харламова сохранился хотя бы в повторе во втором периоде. Нашим нужна ничья. Викулов после броска Мальцева расстреливает с упора Холичека. Вратарь спасает, а Мальцеву добить уже не дали. Ale to bude nutné ještě potvrdit teď ve zbývajících zhruba 15 minutách boje. Další Holečkův skvělý zákrok. В ответную атаку Сухи летит быстрее всех. Оставляет в углу шайбу Глинки, который находит Мартинца перед воротами. А Мартинец отдает на пустые ворота Богуславу Šťastný. 4-2. Dávka před brankou Martinec a Bohuslav Šťastný zvyšuje na 4-2. Nádherná kombinace, do které se zapojili Suchý, Hlinka, Martinec a střílející Bohuslav Šťastný, který si křikl na Vladimíra Martince, dostal přihrávku před odkrytou bránu a v čase 47-21. Красивая комбинация. Вторая шайба за минуту. Наши в обороне не разобрались. Посмотрите, как сыграл Глинка. Ключевой пас. Ну и Мартинец молодцом.
Сухи своими подключениями создает численное преимущество на участке. Не понимают наши, как с ним играть. Od sebe dělí minuta a 11 sekund a je to důležitý trhák ve třetí třetině. Тут же происходит смена ворот в третьем периоде. В те времена это происходило. Já nevím přesně, která to byla sezona, který mistrovství světa. И Фирсов допускает чудовищную ошибку. В своей зоне последним начал обыгрывать Фарду. Фарда отбирает шайбу и легко переигрывает Коноваленко. 5-2. Další varování dostala sovětská obrana. Firsov ztratil puk a tady je Farda, jeho střela a je to 5-2. Richard Farda zvyšuje náskok československého týmu. Čas 51:13. Теперь отыграться будет очень сложно. Не лучшая игра наших лидеров. Очень опрометчиво сыграл здесь Фирсов. Protože já jsem obdivoval, že Наши стараются отыграть хотя бы одну. После затяжной атаки Мальцев бросает опасно, но Холичек поймал шайбу. Myšakov tak ještě zůstává ve hře a Malcevova střela a skvělý Holečkův zákrok. За 2 минуты до конца произошел неприятный эпизод. Петров, проезжая через вратарскую площадь, уворачивался от клюшки Холичека и нанес ему удар левой рукой в голову. Такие моменты, конечно, не красят. Холичек, слава богу, быстро пришел в себя и продолжил игру. že mi dal normálně pěstí. Последний шанс отыграть хотя бы одну. Михайлов разогнался из своей зоны, отдает Петрову, который над игроком возвращает Михайлову. Борис обыгрывает еще и Поспешила, но Холичек сожрал Михайлова. Obrovská šance, výborný zákrok Holečka, Farda ještě odpálil puk. Третий период по счету наши провалили. Необъяснимо, как чехословацкая сборная с такой игрой против СССР могла терять очки против команд гораздо слабее в классе. Нашим нужно было побеждать шведов в последнем туре во что бы то ни стало. А вы помните, по каким причинам не играл на том чемпионате Якушев? А кто в итоге стал чемпионом мира? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего матча. До свидания.